И я такой встал, говорю, ребят, а что происходит? Ты что, две песни вместе играет, что ли? Мы приезжаем туда, и ребята знатно упарываются. Вот скажи, не лучшие ли у меня друзья в жизни? А потом я начал чудить. Я, как всегда, не вижу никакой связи. Никита говорит, ты пришли, а мы там решим. Я такой, чё, о чем вообще идет речь? Знаешь, Бен написал. Говорю, ты сразу их предупреждай, чтобы мне эти даже дурацкие вопросы не задавали. Дошло до того, что у меня вообще начались панические атаки, жутчайшие срывы на родных. Да, он спит со мной, господи. Приходит, спит в кровати. Его оттуда не выгнать. Всем привет, это снова я, и это True Talk. Сегодня у нас второй выпуск второго сезона, и у меня в гостях мой очень хороший друг и наш украинский герой, классный артист. Это Сергей Кушнир, известный вам как Этап Кайл. Спасибо большое Valentine's, нашим партнерам, за то, что сделали этот проект возможным. Ну и не забываем, конечно же, про конкурс. Следите внимательно за экраном, за нашим интервью, собирайте подсказки, угадывайте пластинку, и мы ее подарим одному из тех, кто правильно угадает. В этот раз мы выбираем рандомно. Ну что ж, приступим. Сереж, не с первого раза ты согласился. Привет. Я никогда это не забуду. Ты знаешь, я очень злопамятная. Да, но у меня были причины. Да ладно. Тебе надо думать о причинах. Я вообще ни о чем не думаю, на самом деле. Тебе спасибо большое. Тебе спасибо. Да, потому что... Ты не сдалась. Да, потому что многие сдались уже в тот период, когда у меня были причины. Ну, слушай, мы давно друг друга знаем, поэтому я не собиралась останавливаться на полупути. Вот, я думаю, что сейчас ситуация намного лучше. Да, гораздо лучше. И круто, что мы встретились с тобой в этом городе. На самом деле, ты же родился в Каменце-Подольском. Да. И с семьей переехали вы в Черновцы. Когда тебе было? Мы не переехали сюда сразу. Мой отец был военным, там в Каменце есть военное училище, и он уехал тогда, когда распался Союз, он уехал в Германию служить. Там разбор частей был военных. Да, мне было 3 года. Мы сначала уехали в Германию, потом еще год в России, и потом только вернулись сюда. И, если честно, я до сих пор не знаю, почему здесь родители купили жилье. Вот, потому что родился я там, вся семья там, в принципе, а бабушки еще в деревне между Каменец-Подольском и Черновцами. Там есть город Хатин, бабушки там, и я там в школу ходил. Вот. Ну, как раз-таки любовь к музыке тебе бабушка привила. И в музыкальную школу ты ходил, ты... Да, в музыкальную школу я ходил в Хатине, это в 5 километрах от деревни, где, по сути, я вырос. Бабушка, она просто инициировала это. Отец играет на трубе, на гитаре, там пел даже. Я точно знаю, что он в военном ансамбле каком-то играл. Ну, ты тоже занимался вокалом? Да, я пел, у меня это был, профиль мой был хоровой. Вернемся к Черновцам. Да. Вы переехали сюда, и что... Слушай, я переехал сюда, потому что в деревне, где я ходил в школу, там всего 9 классов. Родители жили здесь, в школу я ходил у бабушки, бабушка директор школы, она достаточно значительная фигура в семье была, и она вела свою какую-то внешнюю политику. И плюс, я не знаю, почему так сложилось, но в школу пошел я там. И когда мы уезжали с Германии, отец купил мне синтезатор. 6 лет тебе было? Кажется, да. 6-7, где-то так. Вот. Бабушка настояла на том, чтобы синтезатор приехал в деревню. Учитель физкультуры в школе, где она работала директором школы, я уже сказал, да, он музыкант. У них был коллектив, и они достаточно значительный коллектив такой, они по области там играли на всех самых крутых свадьбах, все такое, вот, да. Не, они очень круто играли, правда. Их там 7 человек было. И вот бабушка хотела, чтобы он меня учил играть. И так оно и сложилось. Она забрала этот синтезатор, я что-то там начал учиться. А потом отдали в музыкальную школу. Я уже как бы играл. Вот.
И только после 9 класса, там, потому что там не было больше классов, чем 9 в школе, я переехал сюда к родителям. И как это все происходило именно в Черновцах? Как ты себя чувствовал, как это обустроилось? Ну, мне было тяжело, естественно. Мне сначала было тяжело адаптироваться в деревне, потому что я приехал сначала в Германии, я жил в русских городах, русскоговорящих городах, и мой основной язык был русский. Потом в России год, естественно, русский язык. Мы приезжаем, тут все на украинском языке, плюс в школу, и я помню, что я, какой-то год переучивался. У меня украинский язык, он как бы был вторым скорее. Мне кажется, что отец со мной в Германии тоже говорил на русском языке, вот точно не помню. А мама, по-моему, на украинском. Вот не могу сказать наверняка. И вот там была адаптация. Плюс я приехал, знаешь, с Германии, и в деревне немножко все совсем по-другому. Немножко? Да. Потом, это еще и вот этот момент 90-е, там, у меня был первый сникерс, еще что-то. Да, знакомо. Да. Потом важный момент был, что бабушка директор школы. Меня из-за этого страшно не любили дети. Вот, но я как-то мог это компенсировать тем, что я там постоянно играл, выступал, организовал какие-то праздники, вот, и как бы балансировал. Приехав сюда, у меня здесь начались проблемы, что я типа парень с деревни, хотя я всех знал, одноклассники все были с моего двора, я на каждые выходные приезжал сюда. Вот. И да, был такой момент, наверное, нелегкий. Ну, еще в таком возрасте, мне кажется, непросто. Да, и плюс я здесь в школу начал сильно пропускать, потому что я с этим учителем физкультуры, его зовут Сергей Леонидович, большой ему поклон этому человеку, он мне, конечно, очень многому научил. Я с ним и с еще одним мальчиком в какой-то момент мы начали играть по свадьбам, там разные мероприятия. То есть ты выступал на свадьбе? Да, я играл с ними. У нас был такой маленький коллектив. И это продолжалось, когда я сюда переехал, и, естественно, по понедельникам меня в школе не было. Вот. В какой-то момент классная руководительница спросила родителей, собственно, в чем причина. Они сказали и приняли решение, что надо прекращать вот эту тему. Гастроли. Мои гастроли, да. Ну и, собственно, мы подходим к 2005 году, и как ты, собственно, начал играть? Я точно помню, что я сюда начал очень часто приезжать. Во-первых, все лето проводить уже здесь, плюс у меня здесь больше друзей появилось. Кажется, я был в классе 9, здесь, да, вот перед тем, как я сюда переезжал, родители пустили в клуб. Местные ребята, в тот момент диджеи, они привозили какого-то одессита, и кто-то показал флаер во дворе, мол, типа, давайте сходим. Я говорю, я не думаю, что мне родители на это дадут денег. Вот, но флаер давал 50% скидку, а у меня были деньги свои. И что-то я там намутил, рассказал. Остался бюджет. Да, рассказал родителям, мы пошли в клуб. Я не знаю, как нас впустили. Вот, и я пришел, собственно, такой, что происходит? Во-первых, звук, все гораздо качественнее, чем то, как мы там делали где-то на своих мероприятиях. Вот, и я хоть и не был знаком с электронной музыкой особо, во-первых, у меня не было к ней доступа в деревне, во-вторых, так как я работал с другой музыкой, это для меня было что-то вообще чуждое. Но некоторые вещи, там хаусовые какие-то треки по радио где-то пропрыгивали. И я помню, что вот этот момент, мы зашли в клуб, я сначала не обратил внимания на музыку, потом чувак играет, он играл Mojo Lady и сводил его еще с чем-то. В общем, 2 трека, которые я точно слышал по радио. И я такой встал, говорю, ребят, а что происходит? Это что, 2 песни вместе играют, что ли? Вот, и для меня, как для музыканта, классического музыканта, по сути, был интересен очень технический аспект. Меня заинтересовало, как это происходит. Я утром, первым делом просыпаюсь, побежал в интернет-клуб, почитать, посмотреть, что происходит, как это работает, потому что я не понимал, как по темпу можно выровнять 2 пластинки. Оказалось, что там есть pitch-control. Да, и, собственно, с этого все началось. А где ты тренировался? Вот впервые я потом установил какой-то Virtual DJ, что-то типа этого. То есть у тебя был компьютер, и ты начал... Да, начал. Компьютер мама мне помогла купить.
когда я приехал сюда и пошел в школу. 10 класс. Да, 10-11 класс. Купили компьютер, я, собственно, установил туда Virtual DJ и начал разбираться, как это работает. Ходили в магазин, покупали MP3-диск там, Ну, как и... с определенным количеством треков, и вот это был, да, мой главный источник электронной музыки. Но мне музыка тогда не была так интересна, как сам процесс. Мне было очень интересно, что вот я это делаю, я уже понимаю, как это работает, а тут еще это можно сделать, это можно сделать. И знаешь, что я делал? Я просто брал 2 трека, как-то их нарезал таким образом, чтобы они играли, например, вместе, и это записывал, не сет записывал, а вот сведение 2 треков. И это было там, не знаю, на 5-6 минут, и я себе там писал, что это мой ремикс, я сделал ремикс. Ну, по сути, я сэмплил, да, таким образом чужие треки и что-то там делал. И тут ты, значит, стал играть, тебя заметили. И ты, Ну, я не видела- стал играть. Я Я не стал сразу играть. Я помню, было 2 парня знакомых, они были постарше, с которыми я нашел общий язык из-за того, что я им сказал, что мне нравится музыка. Вот они с моей школы были. Потом они выпустились, а я еще в школе оставался. Но мы тусовались, они приходили, смотрели, что я делал, такие, прикольно. И начали помогать мне с музыкой. Я не помню, каким образом меня познакомили с чуваком, который знал одного из местных диджеев, и он сказал, что вот тот может научить играть не на компьютере. И я помню, что мама уже уехала за границу. Я ей попросил, чтобы она мне дала денег на эти курсы. А потом уже появилось 2 варианта. Либо к этому чуваку, либо к другому. То есть они с тебя деньги брали? Да, за то, что они, типа, меня научат Ого. играть. Короче, не знаю, как бы все сложилось, если бы я пошел к другому чуваку, но я решил идти к этому, потому что через знакомых $100 это стоило. Чувак взял деньги и до свидания. Вот. поэтому Но он удивилась. не то, чтобы он исчез, он меня просто не учил. Но я с ними тусовался, и у них дома были вертушки, и они постоянно что-то делали. Там, то они там звуком занимаются, то они там какую-то дискотеку делают для школьников, то еще что-то. И вот я там все постоянно тусовался. То есть я был возле вертушек. Я в какой-то момент говорю: так, ты меня собираешься учить или нет? Он говорит: ну да, мы уже учимся. Но это ничего не происходило, поэтому я просто приходил к нему домой и в наглую начинал себе тренироваться. Ты, да. грубо говоря, ты оплатил доступ Да, я к оплатил этому доступ всему. к аппаратуре. Но самое важное, что эти ребята мне дали, это вот май, и буквально через месяца 1,5-2, вот это то, что я с ними тусовался, они уезжают в Крым куда-то там, ну, на сезон работать. И у них есть клуб здесь в 20 или 30 километрах от города, есть город Сторожинец. Там был клуб, назывался, кажется, «Пирамида». Да. Нужен был туда резидент. Я играть вообще не умею. Я там с горем пополам назаписывал уже дисков, у меня уже достаточно такая коллекция, что я вот могу отыграть дискотеку, не вечеринку, понятно, а да. дискотеку, потому что ты приходишь и играешь всю ночь. Это очень много музыки и очень разной, очень много музыки, которую ты играть не хочешь, там какой-то шансон даже иногда. Я приезжаю туда, они меня устроили на эту работу и с раскладом таким, что я должен отдавать им 50% от зарплаты. Ого. Да, я играл в пятницу-субботу, но мне было все равно, потому что у меня были ключи от клуба, и я мог приходить туда перед дискотекой И и практиковаться. тренироваться. Да, всё А, подряд. Болдино, там, я помню, тебе тоже было. Что? Балдино это уже было перед Астартой, где мы сейчас находимся. Так, расскажи, где мы сейчас находимся. Сейчас мы находимся, это достаточно символическое место в моей истории. Я уже в тот момент, когда я сюда попал впервые, я походил так по клубам черновицким. У нас был клуб «Реактор», было «Седьмое небо», где ты выступала. Где ты был тоже директором. Да. Был «Хард-рок». Я зашел, и это было совсем другое, вот не похоже ни на что. Тут ребята, чуть ли не первое место в городе, где ребята почти всю ночь играли хаус. То есть почти без медляков, почти без R&B, попсы и прочей вот этой солянки. Вот, и я пришел, я помню уже, вот когда мы ходили с ребятами в этот же «Реактор», о котором я говорю,
Я там, когда включал диджей попсу, я такой, ну, я пойду потусуюсь, типа, не танцевал, там, типа, я уже знаю, в чем дело, вот, там надо играть клубную музыку в клубе, что-то такое, у меня было какое-то такое странное представление. И мы начали ходить сюда, тут публика была постарше, такие красивые ребята здесь собирались. Я пришел и такой, думаю, я когда-то здесь буду играть. Вот. Мне очень нравилось, как здесь был резидент, диджей Гарбик. Нет, диджей Гарбик, Гарбик мы его называли. Вот. И диджей Давай. Вот эти два парня, они играли очень классную музыку, делали какие-то вечеринки. Знаешь, ты заходишь, слышишь, что играет, и ты знаешь, что это кто-то из них. Вот Класс, настолько, узнаваемо. уже в тот момент они играли с пластинок очень часто, приносили свои виниловые проигрыватели, потому что здесь не было, и играли. Вот, и да, я многому здесь научился, а потом, когда я уже поработал во всех клубах, организовал кучу вечеринок, кто-то из друзей, но я всех знал в городе, говорит, что, слушай, может, приходи, поиграешь. Я здесь играл один раз, но не как резидент. Клуб работал все дни, кроме понедельника. Здесь бывали среды, 700 человек, и это был плохой день, ребят. Да, это был типа, ну окей, не сошлись звезды. Джинс диджей парад. Джинс Это диджей парад. Это то, что нас с тобой тоже Это объединяет. это период седьмого неба. Я работал арт-директором, но я уже так параллельно начал заниматься достаточно серьезно именно собой и музыкой и записывать миксы, потому что вот из диджеев никто не записывал миксы в городе. Я разобрался, как это можно сделать. У меня, в принципе, в технических аспектах никогда не было проблем, знаешь. Ну, да. Вот, и я увидел вот чисто случайно, помнишь, был мессенджер ICQ? Конечно. Вот, у меня в ICQ была реклама встроенная. У меня вылетает баннер, типа, загрузи свой микс. Я такой, окей, у меня миксов как раз много, знаешь. Я загрузил микс, и они мне позвали играть, да, во Львов. Мы были с тобой в одной категории, по-моему, типа открытие, что-то там. Да, открытие года. Да. Я победила. Я знаю. Я знаю. Расскажи, пожалуйста, как ты продакшеном начал заниматься? Вот это очень интересно. Да, это вот как раз период, конец Астарты. В какой-то момент все стало очень плохо в городе в плане вечеринок и даже резидентской работы, потому что пошла волна вечеринок, а потом больших мероприятий. Я был у истоков этого всего, я там сделал пару первых вечеринок в городе, потому что в основном было вот все базировалось на резидентстве. Вот. И еще пару ребят что-то делали. Кто-то начал это подхвачивать, эту тему, и делать очень много мероприятий, включая Старту, она сдавалась в аренду. Вот. И в какой-то момент, представь, каждые выходные просто огромное количество ивентов, все эти топ-диджей, знаешь, и люди перестали ходить, начало меняться поколение. Знаешь, еще бывает, на сцене бывает вот этот момент, когда меняется поколение. Какой-то период, год, когда все не очень хорошо. Это случается каждых 5-6 лет, мне кажется. Я не знаю, как сейчас, но в Украине в тот момент было это. И мне кажется, это был конец 2008-го, когда начался финансовый кризис. Да, здесь дела не очень хорошо шли. И я понял, везде в Украине. Да, и я понял, что продолжая работать в клубе как резидент, во-первых, это было не то, чего я хотел. У меня уже были какие-то приоритеты и понятия в электронной музыке. Мне уже была интересна музыка, а не просто быть диджеем. И я попробовал писать музыку. Да, мне мама помогла купить компьютер новый. Это, конечно, был очень длительный процесс. Я ушел отсюда с работы, это был 2009 год, мне кажется. И начал заниматься продакшеном, да. Где-то 2 года я учился. Учился, я так поняла, что я помню, мы с тобой как-то обсуждали, что было туго вообще во всем. Очень туго. У меня, я не знал английского языка, все эти туториалы на английском языке, во-первых. Во-вторых, не знаю, как-то тяжеловато шло.
Но еще без помощи, без, собственно... Да, я, собственно, все сам вот как бы разбирался с этим. Плюс мне ребята... Не, был мальчик, который знал Fruity Loops, но я понял, что это не моя среда. Мы что-то там делали, мне не нравилось. И потом я установил Ableton Live. Не знаю, посмотрел пару туториалов, и я понял, что я могу что-то делать. И да, и это продолжалось до 2011 года. А какую музыку в это время ты уже вот слушал, играл? В это время я уже начинал слушать техно. Когда я начинал, это был хаус, иногда deep house. Потом я открыл для себя бэд-рок и вот эту всю прогрессив-сцену. Саша, Диквит, Хернан Катанео. Это прям герои для меня были. Мне очень нравилась эта музыка. Вот у нее какая-то такая загадочность была, мистика некая. Она супер глубокая музыка. И там был всегда в этой музыке встречался элемент трайбал музыки. Очень часто. Да, Даже да. было такое направление прогрессив Да, трайбал. это было очень популярно. Вот. И Бинокль играл такую музыку. Да. Мне очень это нравилось. И тут что-то происходит, все эти чуваки начинают играть какую-то дребедень. Меня перестали воспринимать тут. Вот. Плюс мне еще начало нравиться ее играть быстрее. Это, вот, знаешь, я эти треки сейчас играю, это вот в техносете это техномузыка. Тогда это называлось прогрессив, сейчас это можно наваливать, и оно будет нормально звучать. И я не знаю, это тоже стало причиной того, что мне надо было что-то менять. И я встретил, чисто случайно я попал на пластинку Бена Клока. Я помню, когда я услышал Sub-Zero, причем это был не первый релиз Suzgood, который я слышал, но вот я как-то, ну окей, прикольно. Я услышал Sub-Zero и такой, ай да ладно, пускай будет, может сыграю. Это же очень крутой трек. Он мне вообще не, вот у него есть вот эта глубина, и мне понравилось, но чего-то мне не хватало. И один из последних рейвов, которые мы делали, вот мы сегодня поедем на локацию, может даже покажем вам эту локацию. Там в Снятине есть, возле клуба СССР, есть ангары, там мы делали несколько рейвов. Я к первым двум не особо был причастен как организатор, больше играл, а вот потом уже занимался организацией, мы привозили Алекса Бау. И он встает играть, и в какой-то момент он играет Sub-Zero. И меня тогда так порвало вообще. Я такой, как я мог вообще думать что иначе об этом треке? Это такой крутой трек. На большом звуке он очень сильно раскрылся. Для меня это был такой прям переломный момент. Я понял, что я буду играть техно. Вот, и я начал ресерчить, смотреть, что происходит в музыке. Тогда из самого доступного был CLR, подкаст, и как бы Крис Либинг приглашал много хороших артистов, и да, это была неплохая база для того, чтобы начать. Ну, а потом я уже сам начал интересоваться техно. И это все очень круто изменило. Ну что ж, мы готовы переезжать на вторую локацию. Это True Talk с Сергеем Кушниром, это Upkyle, и все это при поддержке Ballantines. Ну что ж, друзья, мы продолжаем второй сезон проекта True Talk при поддержке Ballantines, и у нас сегодня вторая серия с любимым гостем Сергеем Кушниром. Это Upkyle. Мы находимся в Черновицком театре имени Ольги Кобылянской. Да, нам супер повезло с локацией. Спасибо, Сережа. И спасибо тебе за то, что ты согласился. И еще раз спасибо, что пригласила. Я спасибо, рассыпаюсь в благодарности. Но это мой вайб в последние дни. Я за все благодарен. Ну, круто. Об этом, я думаю, с тобой поговорим в личном третьем блоке. Мне Давай. очень интересна твоя трансформация. Yeah. Но мне не менее интересна трансформация твоя как артиста, именно вот на пике кризиса экономическом, когда все пошло на спад, вот этот 2008 год, когда ты рассказывал нам о том, что там вечеринки, было неинтересно, клубы, все угасало.
ты, собственно, от этого отказался и сфокусировался на продакшене. Ты потратил Да. 2 года на то, Да. чтобы в этом всем разобраться и почувствовать себя уверенно в том, что ты вообще что-то можешь. Мгм. Каким-то образом, я так понимаю, что за это время ты и понял, какой саунд ты хочешь создавать. Мгм. Вот, и насколько я тоже помню, и мы с тобой обсуждали, что тебе тяжело давалось вообще, собственно, содержание, потому что как ты деньги зарабатывал вообще в это вот время? Вообще, Ну это... тебя мама поддержала? Да, я меня помню. мама поддерживала. Я поначалу, ты понимаешь, у меня было очень много связей здесь, я очень был завязан с черновицкой сценой, с любыми мероприятиями, что ни происходило. До какого-то момента, так или иначе, это как-то было со мной связано. Я то ли играл, то ли мог помочь с оборудованием, там, с арендой, то ли еще что-то, помещение, я всех знал, и какие-то деньги еще водились и оставались, потому что долгое время после того, даже как я закончил играть в Астарте, я в принципе закончил играть, не только в Астарте. Да, я это поняла. У меня были какие-то гастроли там по Западной Украине еще. Я от этого всего отказался, потому что, во-первых, я хотел немножко приостановиться в том смысле, что то, что я играл там на резидентстве, да, и тут я еду играть, допустим, ребята где-то во Франковске кого-то зовут и собирают вот с Западной Украины всех диджеев поиграть на этом мероприятии. Но и для меня это было, знаешь, вот я не понимаю, там я играю целую ночь R&B, мешаю это с чем-то, с какой-то электронной музыкой, что могу, конечно, сыграть в рамках того, где я работаю. Вот, меня от этого тошнит, мне плохо, я переступаю через себя, а тут я еду и играю техно. Ну, это было что-то, вот я не мог это никак совместить. И я понимал, что так дальше продолжаться не может, потому что вот музыка для меня уже в тот момент обрела смысл музыки. Я тебе говорил, мне уже не было интересно только вот техническая сторона, да, вот этого, или там просто диджеить, потому что это прикольно. Вот, то есть вот какое-то такое глубокое понимание и отношение произошло позже. И я решил, что да, во-первых, я хотел играть на нормальных мероприятиях. Меня постоянно не устраивало то, как даже если я там приезжал поиграть где-то во Франковске, опять же таки, почему Франковск, потому что я часто там играл. Они либо сюда ездили, либо я туда. Вот, Близко. Да, да. И постоянно что-то было не так. Там какие-то технические моменты меня напрягали. Я такой, так, надо как-то выходить на какой-то уровень, где я смогу свободно приехать там и играть вот в удовольствие, да, чтобы хотя бы вот техническая сторона меня не напрягала. И я подумал, что, здесь у меня нет возможности где-то светануться там, как хороший диджей. Знаешь, есть в Европе диджеи, которые просто играют долгое время, и в какой-то момент это подхватывается, и они становятся артистами мирового уровня без продакшена. Да. Вот. Для меня, это, конечно, не знаю, я поначалу немножко с осуждением сам к себе относился из-за того, что я подумал, что вот мне надо писать музыку для того, чтобы у меня были букинги на таком уровне. Но со временем это переросло в некую... у меня появилась любовь к этому делу. Я теперь вообще не представляю себя не работающего в студии. И вот как только это начало происходить, начала появляться музыка. Но да, это заняло почти 2 года, и уже через год, после того, как я перестал работать, у меня начались проблемы финансовые. Хоть мне не надо было оплачивать жилье, я жил в квартире родителей, отец мой там не жил в тот момент, мама за границей, поэтому я мог себе там жить без проблем, но все равно надо там оплачивать квартиру, да, какое-то питание минимально, плюс ты молодой, хочется иногда выйти погулять. У меня девушка была достаточно такой медийной, видной персоной в тот момент, и она сейчас медийная, просто... И вот мы куда-то идем гулять, знаешь, у меня там нет возможности даже пойти просто потусоваться где-то с друзьями. И большое спасибо маме, она, да... Подстраховала тебя? Подстраховала она меня вот где-то 1,5-2 года, по сути, она меня содержала. Да. И бабушка,
тоже иногда помогала. Да, вот так. Я думаю, теперь твоя мама тобой очень гордится. Я надеюсь. Я не сомневаюсь. Как мама тебе скажу. Вот. Но, а вот, знаешь, есть такой момент в твоей биографии, он очень забавный. Мы с Дашей часто об этом говорим, ну, потому что это весело. У нас у всех очень странные никнеймы. Вот ты, мы еще просто не говорили об этом, что ты был диджей Стайл. Да. Там я диджей Бьюти, там диджей Игла. Это очень смешно, мне кажется. Это именно какой-то определенный срез диджеев, которые ворвались в движуху где-то в 17-18 лет, вот в самом молодом возрасте, и напридумывали себе никнеймов. А как ты вот вообще, Этап Кайл, что? Этап Кайл? Ну вот Ты да, сейчас как? спрашиваешь про Этап Кайл, не про Стайл. Я говорю о переходе. Вот ты был диджей Стайлом, и вот как ты придумал Этап Кайла? Ну смотри, если бы сейчас была такая ситуация, я бы, наверное, ничего не менял. Ну потому что сейчас чем угарнее, тем лучше, наверное, так. В тот момент... Ну ты хотел быть серьезным, я так Для понимаю. меня, понимаешь, у меня появилось чувство, что я не хочу, чтобы там вот когда у меня выйдет первая музыка, я не хотел, чтобы кто-то знал, что это я. Даже на местном уровне, даже из друзей. Мне надо было что-то придумать, потому что я хотел выложить какие-то треки, просто чтобы люди слушали. Мне нужно было мнение, понимать, что у меня происходит с продакшеном, я вообще делаю какие-то шаги или нет. Плюс я хотел диджеить по-прежнему, да, то хотя бы для себя я записывал миксы и выкладывал на эту страничку SoundCloud. Хотелось, чтобы имя было уникальное, ну, чтобы его как-то вот... Для меня в тот момент был приоритет, типа, вот я хочу домен купить в зоне .com. Не знаю, что со мной было не так, но это прям вот был приоритет. Кайл есть такое имя. Причем это первое имя одного из таких кумиров музыкантов. Я сейчас уже не буду возвращаться к этой истории. Вот. А этап... В тот момент я думал, что что-то связать с временным пространством, отрезком времени. Вот. И да, я просто добавил еще одну букву «П». Вот и все. И это получился какой-то такой набор букв непонятный. А потом, когда уже что-то начало получаться, и перед тем, как у меня должна была выйти первая пластинка, я сказал очень такой известной фигуре на сцене, подружка моя, говорю, ой, ты знаешь, я, наверное, под своим именем буду выпускать музыку, говорю, и вот начну все сначала, типа, а говорит, ты что, дурак? Мол, типа, говорит, такое крутое имя, его можно продавать даже если бы ты не писал музыку. Я такой, ну окей. Ну и так оно и осталось. Расскажи мне, пожалуйста, этап, когда твоя музыка стала выходить, и когда тебя заметили, когда тебя стали приглашать в Москву, потому что я так понимаю, что это были первые твои... Это не связано. Это никак не связано. Мне интересно именно вот этап, когда ты начал гастролировать в Москве, потому что я так понимаю, что московские гастроли были первыми. Мы с тобой летели тогда в тот день вместе. Это была твоя первая гастроль? Да, это была первая гастроль. Это было 8 апреля 2011 года, Rockets Arma вечеринка. Я тусовался на каком-то форуме. Я во многих интервью об этом рассказывал, но это очень забавная история. Я вообще не понимал, как это дальше будет двигаться, потому что с музыкой, ну вот вроде бы я что-то там пишу, но куда это отправлять, я не могу понять даже, чей это саунд, знаешь. И я там продолжал писать миксы, записывать, тусовался на форуме, где люди обменивались музыкой. В тот момент это еще достаточно была такая нормальная практика. На форуме есть ветка. Наши таланты, что-то типа того. Ну, какой-то, да. И там ребята выкладывали свои миксы. Я зашел посмотреть, я не знаю, почему я туда зашел посмотреть, меня интересовал только новый материал на этом форуме. Я зашел туда посмотреть, и там достаточно много минимала было. Ну, такого умного, классного минимала, но почти не имеющего отношения к техно. И я такой, ну ладно, хрень какая-то. И смотрю, микс, техно написано. LCT, что-то там такое, Лакоста, типа сокращенно. Думаю, открою. Я не знаю, почему я это открыл, посмотрел, а там такой крутой трек-лист. Ой, нифига себе. Вот, хоть кто-то не делает типичное для этого места став. И я качнул,
Слушай, этот микс у меня играл какое-то время на репите, просто идеальная компиляция идеальной музыки, понимаешь? Я пишу чуваку, чтобы ты понимала, на форуме нету даже аватарок, ну там ничего нет. Говорю, слушай, очень крутая музыка, мне очень понравилось. Говорю, ты диджей? Он говорит, нет, я юрист. Мне просто нравится музыка, и мне неудобно слушать потреково в этом. Я себе записал в тракторе, чтобы слушать в машине любимые треки. Я такой, классно ты записал, очень, очень круто. И мы начали общаться, он спрашивает, а ты что делаешь? Я говорю, я вот пытаюсь писать музыку, пытаюсь, в тот момент это еще так звучало. И, ну да, тоже иногда записываю миксы. О, пришли послушать. Он послушал и говорит, чувак, мы тут, короче, на авточе каком-то заслушали твою музыку, тебе надо срочно в Москву. А я уже вот опытный человек, я уже поездил по Украине, думаю, причем каждая гастроль заканчивалась тем, что я в свои бабки попадал, понимаешь? Ну да. Вот, я такой думаю, окей, чтобы я еще без почек остался там, знаешь. Ну, типа, чувак с форума, я даже не знаю его имени. Но, тем не менее, это закончилось тем, что он меня спрашивает, а ты есть в Фейсбуке? Я говорю, нет. Зарегистрируйся, пообщаемся. Я говорю, давай. И мы что-то начали переписываться, и он меня знакомит со своим другом. И тут они мне говорят, блин, мы, короче, твои миксы слушаем, мы хотим показать ребятам с клуба, он говорит, с клуба, чтобы они послушали и, может, позовем тебя играть. Я такой, ну, окей, конечно. Я, естественно, к этому очень несерьезно относился. И тут в ходе общения мы уже плотно общаемся, ну, несколько месяцев, наверное, это все длилось. Оказывается, что под клубом они имели в виду Арму-17, и показать микс они имели в виду Наташа. Они меня связывают с Наташей. Вот эти ребята — это Никита Дедик и Кирилл Харитонов. Кирилл — это, собственно, парень, который записал микс, да, которого я слушал. Никита сыграл свою роль. Никита, да, он везде присутствующий. Вот, он типа, все, тебе надо в Арму. И что ты думаешь, они знакомят меня с Наташей. Знаешь, как с Наташей? Привет, как дела? Да вот музыку твою слушаю. Я им специально микс записал. И на этом все закончилось. Вот как бы вся переписка. Я думаю, окей. И тут Никита говорит, слушай, зовут тебя играть, ты свободен в эту дату? Я говорю, я и сейчас свободен. Да, и я, собственно, поехал, встретился с тобой в аэропорту тогда, Гошва еще с нами летел, кто-то еще, там была целая тусовка диджеев, это еще старый терминал Борисполя. Играл я тогда, открывал бар 17, и почему-то Easy Changes опоздали, мне кажется, на сет. В итоге я отыграл 3,5 вместо 2, что-то такое, часов. Ну, я думаю, что играл я полную шляпу, но вроде бы как всем понравилось. И после этого я уже через 2 недели опять где-то играл в Москве. Я прям очень плотно начал ездить в Москву. Но интересно то, что играть я начал в Москве и больше нигде. И это продолжалось какое-то время, пока тут в Украине кто-то там не позвал меня играть. Где-то я в Синеме поиграл, потом я познакомился с Русланом, Руслан меня позвал играть, и вот как-то оно начало завязываться, да. Сереж, ты отправил свою музыку, которую ты, собственно, за то время написал, создал, тоже ребятам, и я так понимаю, ну, они слышали, Смотри, что ты делаешь. там ситуация такая была. Они знали, что я пишу музыку, в тот момент даже вышло что-то уже на индексе украинском, вот, но это все равно никуда не двигалось. Меня постоянно кидало, то я это хочу делать, то я это хочу делать, то я вообще вот другое хочу делать. Сейчас я понимаю, что надо было делать, что делал. А в тот момент у меня было какое-то предвзятое к этому отношение, мол, типа, я должен писать музыку, там, это вот должно быть слышно, что это я, четко стиль должен быть какой-то. И это, конечно, вот какие-то вот такие мои заморочки, они часто притормаживали процесс. Но я продолжал показывать ребятам там какие-то идеи, наброски. И тут одной прекрасной ночью Арма закрывается сезон,
То есть это не закрывается Арма, а вот сезон. Ты знаешь, они на лето закрывались. Мне звонит упоротый Никита. Вот. Ну, в Никита, смысле привет. пьяный, наверное. Вот. И, чувак, а где те лупы, что ты мне показывал, эти треки? Я говорю, а что? Тут Ричи играет. Я говорю, я знаю, что Ричи играет. Ну, я как бы резидент клуба, я знаю, что там происходит. Вот. Я чуть-чуть еще такой, знаешь, был, ну, минимально расстроен, что я не играл на этой вечеринке. Но я играл до этого на большой какой-то, и меня не поставили в лайнап, потому что в какой-то момент я вообще зачастил там, знаешь, играл чуть ли не на каждой вечеринке армовской. Вот, и, то есть это нормальная практика была, но мне все равно очень хотелось отыграть на закрытии сезона. Вот. Я говорю, я знаю, что он играет. Он говорит, пришли, я ему сейчас дисочек запилю в офисе. Я говорю, ты шутишь? Говорю, Ричи, моя музыка, ну, не вижу никакой связи. Вот, я, как всегда, не вижу никакой связи. Никита говорит, ты пришли, а мы там решим. Я говорю, не, чувак, типа, я спать, 3 часа ночи. Ну, в общем, Никита, если настаивает, то я как-то ведусь у него на поводу. Я ему скидываю папку, кажется, в дропбоксе. Он запиливает это все на болванку, прям в офисе. Он мне рассказывал. Идет на сцену и тычет Ричи диск. А Ричи такой, типа, у Ричи были проблемы, по-моему, какие-то в Москве. Да, в России, знаешь? в России, да. Да, в России. И он очень так осторожно приехал в Арму. И тут чувак какой-то врывается на сцену. Ну, я думаю, что не врывался, потому что Ник вездеход. Я думаю, что ему несложно было пробраться на сцену. Ну, в общем, он ему дает диск. Спустя какое-то время у меня на SoundCloud висел имейл для букинга. Это имейл Ника был. Никита как бы помогал мне с букингом. У меня не было тогда агента. То есть это был же и Никита, и был. Да, это Никита же и был. Он пишет туда, Ричи сам пишет туда, а где взять контакт этапа? И они дают мой имейл. Я английского не знаю вообще, от слова «вообще». И мне приходит сообщение от Ричи. Чувак, тут типа трек понравился. Вот, я сейчас работаю над новой компиляцией, хотел бы взять. И я уже параллельно вижу какие-то видео на Ютубе, где Ричи уже плотно играет этот трек. Интересно, что на следующий день после этой вечеринки Ник еще пошел в Джипси, а там играл Бен. Он еще, и Штефи, он еще эту же болванку дал Бену, Штефи. Хотя Бен мне потом сказал, что никто ему ничего не давал, что музыку ему прислал Ник на Фейсбуке, и он до последнего дня был уверен, что он общается непосредственно с автором музыки. В общем, все это очень запутано. Но в течение 2 недель мне пишет Ричи, а потом Бен пишет на страницу музыканта в Фейсбуке «Will I hear more music or not?» Я такой, чё? О чем вообще идет речь? Знаешь, Бен написал. И я еще проверяю, настоящий ли, знаешь. Конечно. Оказывается, что Никита там себе ведет уже переговоры, у него уже все схвачено. Да, и, собственно, Ричи подписал другой трек, потому что я когда согласился, что я ему отдам трек на компиляцию, он исчез, он был в каком-то туре, он долгое время не отвечал. А тут Бен активизировался, спрашивает, что там с музыкой, давай пришли мне все треки. А я так понимаю, что у него уже была вся музыка. Но я как раз закончил остальные треки, и я ему присылаю тупо всю папку, все, что есть. И он говорит, слушай, ну у нас есть пластинка, включая трек, который я уже пообещал Ричи. И вот интересный момент. Надо написать Ричи, сказать, что я ему трек не даю. Это, конечно, было... А Ричи уже его так очень хорошо крутанул. Там уже кто-то где-то даже выяснил, что это мой трек. Мне уже какие-то люди что-то там начали писать.
Знаешь, тогда интернет и YouTube, вот эти видосики с выступления, они только начинали набирать вот той силы, которую они сейчас имеют. И это все как бы сразу там подхвачивалось. Я пишу Ричи, и я вот тогда это стало для меня очень таким уроком и примером, как правильно реагировать в подобных ситуациях. Он очень толерантный и очень по-человечески отнесся к ситуации. Он сказал, что, конечно, я разочарован, потому что я уже скомпилировал, по сути, компиляцию, и твой трек идеально ложится в компиляцию. И плюс у меня уже с ним целая история, я закрыл там кучу фестивалей в этом сезоне. Вот. Но если ты чувствуешь, что Sound Clockworks тебе ближе, то, конечно, выпускай. Я... Тем более, что для меня это будет урок, потому что я теперь знаю, что как только мне понравился трек, и я знаю, что я хочу с ним что-то сделать, надо подписать контракт с человеком. Вот. Всю переписку вел Никита. Я по-прежнему не знал английского, но я уже начал учить английский. До этого у меня даже не было мыслей вообще, что мне надо учить английский язык. В школе у меня не было английского языка, и вот Никита, низкий ему поклон, конечно, он весь этот процесс, он сопровождал все это, все, по сути, сделал он. Вот. Мы подписываем пластинку с Беном, пишет Ричи. Говорит, ты знаешь, я подумал, там у тебя все равно так много музыки. Вот этот трек, он тоже подходит, очень классный трек. Ричи берет другой трек, сразу же меня после этого зовет играть на Enter, на Ибицу. И да, собственно, это и был уже такой очень переломный момент, когда я уже понимал, что я буду играть за пределами Москвы. Да, меня не напрягало играть в Москве, мне очень нравилось играть в Москве, тем более, что я уже, по сути, был частью тусовки. Все были уверены, что я там живу, но да, мне хотелось все-таки поиграть в каких-то других местах. И, прекрасный выезд да, на Ибицу сразу. И через неделю после Ибицы, короче, первые два международных выступления. Первое было у Ричи на Ибице, там я играл Ambient Set. И параллельно Бен говорит, что вот у нас уже выходит пластинка в августе, а в сентябре Бен говорит, что будет шоу-кейс в Берхайне, Clockworks, и через неделю после Ибицы я полетел в Берлин играть впервые в Берхайне. Офигеть. Да. Вот это ты именно попал как надо сразу. Я не знала о том, что ты, вот первые твои гастроли за пределами России и Украины, вот привычных твоих маршрутов. Я понимаю, что для многих людей Ибица... Слушай, Enter классный был. Enter классный был, да. Ибица, при том, что мне очень нравится Ибица, у нее там есть очень много нюансов. Особенно если ты хочешь себя позиционировать как упоротый андеграундный артист, что в тот момент для меня было приоритетом. Важно, да. Вот. Но мне понравилось, мне очень понравилось тогда конечно, играть. Enter — это классные вечеринки, и тут тебе сразу Берхайн, я не знаю, я бы, наверное, штаны наложила. Я и наложил в штаны. Так типа что, блин, камон. Ну это очень круто. И потом ты, собственно, понял, что... Я приезжаю в Берлин, мы отыграли на Ибице, мы еще чуть отдохнули, я полетел к маме в Милан, побыл там несколько дней и полетел в Берлин. Ребята уже прилетели в Берлин, они поехали со мной на все эти выступления. Конечно. Первые. Вот скажи, не лучшие ли у меня друзья в жизни? Лучшие. Да, такая поддержка вообще. И, значит, мы приезжаем в Берлин, и они хотят поехать то ли в Дрезден, то ли еще куда-то, там какие-то горы. Мы приезжаем туда, и я понимаю, что мы проехали уже 300 километров в одну сторону. Ужин артистов начинается в 9 вечера. Блин, да ладно. И обратно ехать так, по сути-то, некому. А я не водил машину лет 5, а в Европе вообще никогда. Вот. Кирилл взял в аренду достаточно быструю тачку. Я на обратном пути. Кирилл рядом сидит такой. Ему было очень хорошо. Я в какой-то момент ехал по автобану, ехал 260. Мы приехали ровно минута в минуту. Я залетаю на этот ужин. Да, там
были все артисты с лайнапа, со всеми познакомился. Ну, познакомился, я еще очень плохо говорил по-английски. И пошел открывать. Я тогда, знаешь, как бы не понимал масштаба мероприятия, потому что Бен обычно даже, вот, ну, Clockwork Showcase, да, в Берхайне, это 36 часов. Вот, понятно, что... И он еще и закрывал. Понятно, что он играл перед закрытием, Зак закрывал DVS One. Понятно, что ты не можешь послушать всех артистов, но он приложил усилия, пришел на открытие, он, Зак, все пришли меня послушать. У меня тогда, конечно, мандраж был жесточайший. Но как только начал играть, как-то все отпустилось сразу. И, знаешь, вот даже вот этот момент, что я играю ambient, я первый час, по сути, играл без бита. Бену это очень понравилось, что я, знаешь, вроде бы как бы без опыта, но приехал и достаточно правильно подошел к открытию. Ну, слот, это очень важный слот. Я это уже со временем только понял, когда стал резидентом. И да, все прошло очень круто. Да, собственно, вторая гастроль, Берхайн. Ну, это как раз было то время, когда ты уже вернулся в Чернівці и понял, что надо, уже ты можешь, наверное, двигаться дальше, и ты переехал в Киев. Я вернулся в Черновцы, да, собирать манатки. Я в Киев хотел переехать уже в какой-то момент, когда я выступал регулярно в армии, но мне не хватало денег для того, чтобы жить в Киеве, так, чтобы хотя бы я там не напрягался особо. Вот. И тут уже вот эти гастроли, даже первые. Ну, у меня после этого сразу был тур в Японию. И вот эти первые гастроли уже начали приносить какие-то такие средства, что я мог переехать в Киев. Я помню, что, кажется, после Японии я вернулся, и я понял, что я уже могу переехать. Да. Ты переехал в Киев, и сколько ты там? 10 месяцев. И это было такое, знаешь, Это перевалочный было очень быстро. пункт. Да. Я думал, что я буду там помню. дольше. Вот. Я очень переживал еще, началась война, вот это вот все. У меня какой-то сумбур вообще в голове происходил, и я точно понимал, что я еду в Европу. Но куда? Я не думал о Берлине как о Берлине, потому что это уже был момент, когда все уже были в Берлине, знаешь. Чем мне там искать? Вот. Я думал, что мне нужен какой-то город в Европе, откуда мне будет комфортно летать, где я получу вид на жительство. И вот я помню, я еду куда-то играть, мне звонят с посольства, говорят, что документы готовы, и я могу переезжать в Германию. Я просто собрал вещи и уехал. Круто. Да. Класс вообще. Романтическое время такое. И что, ты приехал в Берлин, и как там? Приехал в Берлин, потусовался у друга на вот таком диванчике 1,5 месяца. Очень мой хороший друг принял меня. Да, чуть не поломал себе ноги там на том диванчике. Ну, прикинь, гастролировать, возвращаться. В Берлине очень сложно найти жилье. Я к этому готовился, но я приехал и вообще его не искал, потому что у меня началось очень много гастролей, и как-то я еще пытаюсь адаптироваться, понять, где я хочу жить. В итоге ребята мне говорят, Никита и Кирилл, говорят, мы приедем к тебе на день рождения в мае. Я такой, черт, мне нужна квартира, где я хочу их принять. Вот наконец-то я хочу принять друзей в гости. И вот первое, что попалось, я думаю, черт с ним, если там я не смогу жить в этом районе или что-то пойдет не так, то я просто со временем перееду. Но мне очень легко удалось найти квартиру. Я за 2 недели ее нашел. Это нереально для Берлина. За достаточно хорошую цену. И да, я быстро переехал, ребята приехали ко мне в гости. И, собственно, все, я уже начал быть берлинцем. Мне украли велосипед. Я думаю, что там было очень много разных всяких смешных историй. Да. Ну, в Берлине весело, короче. Слушай, в Берлине было весело. Поначалу было весело. Потом как-то Берлин начал себя исчерпывать для меня. Не знаю. Видишь, у меня еще такой период в жизни наступил. Я не совсем понимал, что я делаю вообще дальше. Например,
если я точно знал, что я хочу выпустить музыку, там на лейбле типа Ostgut, да, и у меня была цель, то резидентство в Берхайне у меня не было такой цели. У меня была цель однажды там поиграть. Вот, я думал, ты знаешь, если все вот так будет происходить дальше, и мне будет тяжело, там, вот главное, чтобы я отыграл в Берхайне, а дальше можно завязывать с музыкой и буду чем-то другим заниматься. Вот, но тут резидентство. И это меня положило в такую очень приятную зону комфорта. Я очень сильно расслабился. Я стал меньше работать в студии. Конечно, можно это оправдать тем, что у меня было какое-то нереальное количество выступлений. Там уже с 2016 года я играл больше 100 выступлений в год. И ну, как бы все хорошо, а чего напрягаться. Но музыку мне хотелось писать, а я просто не успевал, что ли. Ну, попал в луп гастрольный, Да, как и мы это было часто. очень тяжело, я никак не мог выйти с этого состояния. Знаешь, я в туре или я пишу музыку. Я приезжал, у меня несколько дней уходило на то, чтобы восстановиться конечно. морально. Физически все нормально, но вот морально для меня это было такое достаточно большое потрясение. Ну, как-то я собрался и начал думать о том, что я хочу записать альбом. Научился И вот это, отказывать, наверное, гастролям. Я в тот момент еще не отказывал. В тот момент я еще не отказывался от гастролей. Очень редко. Во-первых, ситуация была следующая. Так как Александра, она лучший агент считался и главный агент в агентстве, я ей полностью доверял, и у меня было следующим образом. Я открывал календарь, видел иногда option, а иногда это сразу было confirmed. И типа я никогда даже не говорил, буду я играть или не буду. Если дата не забита мной, если там не стоит никакой блок, значит я играю. А я играю. Вот, и я играл, собственно, 15-й, 16-й, 17-й, 18-й. Ну, с 16-го больше 100 выступлений в год. Да. Ну Да. и потом как ты это изменил? Как что произошло? Потому что Слушай, многие диджеи становятся рабами. Потом начались проблемы психологического характера. У меня начались проблемы с альбомом. Я его закончил. Ну, как закончил? Закончил демо-стадию. И лейбл-менеджер, с которым я вел переговоры о альбоме, не буду говорить на каком лейбле, он отказывает в альбоме, он говорит, что, ты знаешь, я не вижу здесь альбома, я вижу здесь пластинку. У меня эта реакция сразу вызвала реакцию, такую очень неприятную реакцию, и я начинаю жестко торчать. В следующих полгода прям все начало сыпаться, рушиться вообще. Да, и это продолжалось до конца 2018-го. Потом я понял, что если я ничего не стану предпринимать, то у меня начнутся проблемы с наркотиками и вообще с моим образом жизни, хотя я достаточно, всегда вел здоровый образ жизни. Вот. Не всегда, а вот эти годы, когда я начал что-то там менять в своей жизни, там, заниматься музыкой более осознанно, знаешь. И да, я, собственно, полетел отдыхать, вот сходил на Килиманджаро, сам себе устроил такой некий ретрит, и это очень сильно помогло. Я вернулся и пришел. Первым делом, что я сделал, я пошел в офис, встретился с Александрой и сказал, что с сегодняшнего дня я хочу поменять политику, букинг-политику, что последним звеном в принятии решений по выступлениям буду я. И в 2019 я уже, я думаю, 30-35% выступлений я просто отказывал. Иногда платились какие-то бешеные деньги из-за того, что я отказываю, знаешь. Оказалось, что промоутеры готовы платить больше, когда ты отказываешь. Вот. И это как-то, не знаю, это как-то еще сыграло на каком-то уровне, где-то это сыграло определенную роль, что другие выступления, те, которые я брал, готовы были платить больше, и это компенсировало вот
тот момент, что я отказывал, я себя комфортно начал чувствовать. 2019 год стал достаточно знаковым для меня в плане того, что я осознал, что я хочу делать дальше в музыке, немножко расслабился в плане того, что реакция на то, что у меня не выйдет альбом, она перестала иметь характер аллергической реакции, знаешь. Ну и я перестал торчать, я более осознанно относился к себе, вообще к происходящему. И я просто сказал, окей, давайте выпускать пластинку вместо альбома. В итоге из 6 треков, которые они хотели взять, я дал 4. И вот последняя пластинка, которая вышла, да, это изначально были треки для альбома. Но в итоге вышли они не на том лейбле, на котором планировался Да. альбом. Ну, Да. ты доволен в итоге результатом? Да, очень. Мне тоже кажется, что все правильно сложилось, если честно. Все Я помню, когда правильно мы с тобой сложилось. встретились на Ибице в 2018 году, мы слушали в машине твой альбом, и тогда я тебя познакомила с Дашей как раз, Да. и мы очень классно время провели, и ты Очень классно был провели сильно время. вдохновлен вообще вот... Но видишь, Ты был весёлый. но ты тогда не заметила, а у меня вот это был период, когда у меня начались проблемы с наркотиками. Это мы поняли после нашего разговора на пляже. Ты нам рассказывал Я вам всякие истории, рассказывал, да, да. и мы... Я тогда к этому относился, вы знаете, я начал тусоваться. Наконец-то я теперь еще хожу в клубы, не только играть. Да. Вот, И ты да. нам рассказывала такие смешные истории с автопати, там, как Да, вы там да. висите, все дела. Для меня, в принципе, находиться в нетрезвом состоянии это звоночек. Если это затягивается, тем более на полгода. Ну, я приезжаю на гастроли, знаешь, что тебе первым делом спрашивают промоутеры, а что тебе сегодня надо? Я знаю, да, Да, конечно. я всегда говорил, ребята, камон. Причем я иногда помощника агента просил о следующем, говорю, ты сразу их предупреждай, чтобы мне эти даже дурацкие вопросы не задавали. Ну, я к этому достаточно серьезно относился. А тут я уже даже иногда и сам мог спросить, а иногда даже мог себе что-то позволить во время того, как я играл, а для меня это табу вообще было. И да, я понял, что надо срочно что-то с этим делать, потому что, ну это не я, и... Это последствия какого-то, наверное, Да, но больше видишь, вот- закончилось все тем, что я сам решил эту проблему без каких-либо, без помощи там профессиональной, там я не ходил в клиники, ретриты и тому подобное. Круто, Вот, респект, спасибо. честно. Ну, вообще классно, что ты об этом нам рассказал, потому что я на это не рассчитывала. И это так ценно на самом деле. Я когда- просто надеюсь, что это поможет тем людям, которые, не дай бог, попадут в подобные ситуации, потому что мы работаем в такой среде, где это нормальное явление, особенно в Европе, это, знаешь, как купить Сигарету пачку покурить. сигарет. Да. Да, и мне кажется, что это большая проблема у современной молодежи. Мы просто недооцениваем потенциал вреда, который могут нанести подобные вещи. Но сейчас ты даже не пьешь алкоголь. Слушай, интересный факт. В тот момент, когда у меня были проблемы с наркотиками, я не пил алкоголь. Ну и сейчас не пьешь. И сейчас опять не пью. Сереж, я недавно с тобой, у нас случился разговор насчет, ты проскочила такая фраза, что я вот сейчас не ассоциирую себя с техно-вечеринками, с танцевальной музыкой. Я так поняла, что когда вот происходило вот это все, и ты работал над своим альбомом, у тебя изменилось отношение к танцевальной музыке, ты как бы устал, тебе надоело, и тебе хотелось как-то более концептуальную музыку делать. Вот что происходит? Мне не нравится вообще это слово концептуальное. Ну, концептуальная, более Мне сложная. хотелось, даже не в этом смысле. Мне хотелось писать музыку, которая резонировала бы в первую очередь со мной. Ну, она сложная, она была сложнее, чем просто танцевальная Да. музыка, я об этом Да, говорю. наверное. Но так получилось, что она была сложнее. Вот. Просто понимаешь, у меня тогда, мне кажется, был немножко, сложно сказать, что у меня был другой состав ума. Просто я смотрел на вещи немного с рациональной точки зрения. И вот как бы музыка и резонирует на уровне души и сердца, да, но при этом я понимал, что она должна нести в себе еще какую-то информационную составляющую в плане того, что это технически должно быть сделано круто. А что при этом параллельно с танцевальной музыкой приходилось? Твоей работой, собственно, как диджея? Гастроли, вечеринки? В этом смысле все происходило очень хорошо. Я в 2019-м начал играть
больше тех гастролей, которые я хотел играть, больше играть для души, для себя. И я понял, что мне надо больше экспериментировать. Я попросил нашего букера поставить меня поиграть в «Панораме». Отыграл старый хаус, который я играл еще в «Астарте». Вот. Поп-музыки какой-то там, диско. Повеселился? Ну, вот очень круто было. Одно из самых запоминающихся выступлений в 2019. При том, что я играл далеко не в пик тайм. Было очень круто, мне очень понравилось. Вот. А потом я начал чудить. Типа прыгать в BPM очень жестко, в Берхайне, в пик тайм. Вот. И за каких-то полгода я понял, что у меня уже есть даже своя публика в Берхайне. Ну, я уже был резидентом 3 года, вот, но я никогда этого не понимал, что есть люди, которые ходят только на меня. А тут у меня всегда были вот определенные люди на танцполе, которые... Я их даже не знал, это не друзья, но я уже знал, что они там есть, да, и многие начали делать какие-то комментарии. Сначала было очень много негативных комментариев. Ну, ты представь, я в пик-тайм, типа там кто-то до меня играл 140, я играю 140, а потом прыгаю в 100 или в 160 начинаю, или в 170 начинаю играть какой-то драм-н-бейс, и потом обратно в техно. Вот. Мне стало интересно, а почему вообще, что это за тема у нас, у диджеев, что только в электронной музыке, заметь, есть такая тема, что мы играем в основном, что BPM не является инструментом, с которым мы работаем. Ну, он всегда достаточно стабилен, да, потому что надо сводить. И я вот подумал, а почему так? Надо что-то попробовать. Я начал это пробовать внедрять в продакшн и параллельно в диджеинг там какие-то новые техники для себя освоил. Типа, как я могу прыгать в BPM, например, там, полиритмы какие-то, делать еще что-то. Вот. И это очень сыграло достаточно такую большую роль. Я даже не записывал ни одного подкаста, чтобы вот, ребята, смотрите, я сейчас вот так начал делать. Но обычно, если ты играешь в Берхайне, этого уже достаточно, чтобы радио заработало. И... Ну, насчет, кстати, прыгания BPM, я тебя прекрасно понимаю, потому что мне всегда нравилось переходить в ломаные ритмы, какие-то даунтемпа, потом опять быстро на техно, потом заканчивать джангл. Ну, драм-н-бейс для меня вообще это отдельная история. Да. Вот, поэтому я понимаю, как сильно много динамики передает вот эти вот перепады людям. На самом деле это намного более интересно. Хотя есть, конечно, очень много диджеев, там, триповые сеты, да, это тоже нужно выдержать давление. Да. Не, я это понимаю, и мне тоже нравится, но это должно быть специфическое настроение для этого. Вот. Я почитала очень трогательный пост в твоем инстаграме насчет резидентства в Берхайне, как ты там сыграл в одну ночь все треки, которые никогда не играл. Угу. Очень классный пост, потому что я уверена, что у каждого диджея есть список, ну такой вот определенный вот срез какой-то музыки, которая звучит сама по себе интересно, но вот никогда никуда не вписывается. Да. И ну, я вот пока изучала, готовилась к интервью, я почитала его и подумала, да блин, классная тема, надо попробовать. Ну вот что вообще резидентство значит для тебя? Ну, давай начнем с того, что ты основной. играешь в одном и том же месте не один раз. Каждый раз это накопленный опыт. Ты приходишь туда уже с определенным багажом знаний. И это очень мощная сила. Прям для меня это... Я не знаю, с чем это сравнить, но это... Для меня это база, потому что я просто по-другому и не умею. Понимаешь, я никогда не был нерезидентом. И начинаем с этого. Во-вторых, музыкальное образование. Я в Берхайне в какой-то момент начал играть каждый месяц. И у меня музыкальная память, ну, как бы неплохая, я думаю. Я там плохо иногда ориентируюсь в названиях или плохо помню артистов, но я знаю, где это найти у себя, да. Но вот так, чтобы мне сказали, что за трек в твоем миксе? Я такой, окей, good enough. И
Но я помню точно, что я играл в прошлый раз и даже в позапрошлый раз. Почти не повторялся в Берхайне. Вот это такой важный момент. А еще я в какой-то точке начал осознавать, что каждый слот, в моем понимании, требовал другой музыки. Например, я открываю, как правило, я первых 2 часа играю ambient, потом очень медленно раскачиваю, и если я вижу, что есть возможность там сыграть поэнергичней, да, и более пик-тайм, то я, естественно, сыграю. Вот. Еще в зависимости от того, кто играет следующим. Я никогда не относился к Берхайну как, типа, вот, пришел поиграть, сейчас я там раздам. Я всегда понимал, что я резидент, и мне надо сделать так, чтобы люди, которые будут играть без опыта в этом клубе, если после меня кто-то еще играет, и как будет строиться ночь, чтобы мой сет стал не только сетом, вот, ты понимаешь, есть люди, которые заходили в субботу вечером, уходили в понедельник утром. Конечно. И вот эта база музыкальная, которую ты создаешь своим сетом, она очень важна, потому что есть люди, которые играют впервые, знаешь, как это трепетно отыграть в Берхайне, как это волнительно. И если кто-то играет там впервые, ну, шанс того, что человек сразу начнет от испуга играть пик-тайм only, знаешь, достаточно велик. И такое часто случалось, ну вот просто такой очень стандартный набор треков, знаешь, ничего не меняется. Это очень сильно, ну не знаю, я бы устал от такого, знаешь, находясь в клубе так долго, и поэтому я всегда пытался как-то это разбавлять, вот. Не то чтобы я там брал на себя роль вот спасателя ночи, знаешь, но я резидент, и я должен сделать все в своих силах для того, чтобы люди вернулись, и чтобы им тут было весело, и музыка была разнообразная. Поэтому в разные слоты играл по-разному. И вот этот момент, что ты играешь так часто, он очень позитивно влиял на то, что я постоянно находился в поиске новой музыки. Берхайн для меня стал просто какой-то нереальной переломной такой точкой, когда я начал понимать вообще, что такое коллекционировать музыку по-настоящему, знаешь. Я там ради одного трека готов был иногда на Дискоксе потратить какие-то просто бешеные деньги, потому что я знал, что в этот слот этот трек должен быть сыгран, вот, и каждый сет отличался от предыдущего. Сереж, ну мы же не просто так тут сидим. Ну, в плане того, что твоя последняя пластинка, как она связана с этим местом? Моя последняя пластинка, видишь, Которая называется No Love. да. Я думаю, что изначально я ощущал некую пустоту из-за того, что не состоялся альбом. И я начал выдумывать, что я могу прикрутить к пластинке. Ну вот у меня друг, мой коллега, как-то мне сказал, который слышал альбом, он мне сказал, пластинка крутая, говорит, но вот я чувствую, что есть недосказанный момент, потому что я слышал альбом, что это все-таки часть альбома. И я, наверное, тоже где-то на каком-то уровне это ощущал, и я себе подумал, слушай, я хочу снять видео. Я приехал сюда, как-то посмотрел на все в Черновцах, навестил бабушку и понял, что я хочу снять видео и вот передать какой-то вайб, который сыграл достаточно значительную роль в моем становлении как музыканта и вообще как человека. Ну, я здесь юношеские годы, я был тут, в Черновцах, и ты знаешь, это достаточно важное такое Конечно. окно в жизни любого человека. Да, и, собственно, я начал думать о том, что можно сделать. Начал общаться со своим другом, его зовут Януш. Его мама работает в этом прекрасном месте. Она нам, собственно, и позволила сегодня тут поснимать.
И мы начали общаться о том, что мы можем сделать, и решили, да, что мы сделаем совместный проект. Он мне поможет снять клип. И некоторые кадры снимались тут. Ну и вообще, Я подумал, что это будет достаточно интересно, чтобы мы сюда вернулись. Конечно. Потому что для нас тут даже была база. Мы вот там во время съемок тут держали оборудование, сюда постоянно возвращались, знаешь. Обязательно посмотрите клип No Love. Я его смотрела, он классный. Спасибо. И вы наделали очень много классных фотографий, и репортажных, как бы, бэкстейдж, Да, и ты вообще знаешь, такая комплексная, классная работа получилась. Из-за короны, там же еще третий элемент этой всей идеи был онлайн-выставка, но мы это дело все поставили на паузу, потому что я перестал играть, и я все делал за свои деньги, всю вообще тему, и как бы сейчас финансировать этот проект было не совсем уместно, и я решил, что я поставлю на паузу, но там у нас еще очень много материала, знаешь, фотографий и сырой материал со съемок, где люди просто рассказывают свои истории вот, жизненные. И я думаю, что в какой-то момент... Может быть, со временем это будет даже более ценно. Я еще смогу это опубликовать. Просто хочется, чтобы люди услышали вот эти истории и увидели... Да, те же фотографии. Там наш друг был с нами на сете, он фотографировал, Сережа его зовут. И там просто... масса каких-то красивых фотографий, очень жизненные такие, знаешь. Мне кажется, что с этими деталями твой клип станет более понятный и целостный, наверное. Возможно, да. возможно. Хорошо, мы тогда переезжаем на третью локацию. Это, собственно, место эскейпа, куда Сережа сбежал в августе и где в последнее время провел. И я думаю, что это место уже такое прожитое. Это недалеко. Село, это село Снятин. Это город Снятин. Это город Снятин. Мы передвигаемся туда. Спасибо, что смотрите. Это True Talk, диджей Настя, это Кайл. Не забывайте про конкурс. Я надеюсь, что подсказки вам понятны, и вы угадаете пластинку. Я уже угадал. И чем больше у вас будет, тем интереснее будет ее выиграть. Мы выбираем рандомно. Ну и спасибо Valentine's за партнерство. Ну что ж, мы переехали на третью локацию, и это дом лучшего друга Сережи, я так понимаю. Это Пкайла. Вот, где он, собственно, пересидел очень, довольно внушительную часть карантина и приехал сюда работать. Но об этом он расскажет сам. Сереж. Ну вот, если честно, я так уже расслабилась. Вот тут давай. Вот. Так, прям тут, давай тут и расслабленно будем общаться. Давай. Вот, все, Бусятина, ты тоже расслабляйся. Мы находимся в вашей студии. Я так понимаю, эта студия Тарас, она такая была? Она была, да, pretty much the same. Я привез вот это оборудование, вот оборудование Тараса где-то разбросано по комнатам, потому что изначально мы думали сделать 2 комнаты, одна основная, одна типа продакшн меня поперло, знаешь. Вот, и вот это продакшн меня поперло, я как-то взял Тараса компьютер, поставил у камина. А я видела фотографии, там лежишь на полу. Чуть прилег, поставил мониторы, пошло, что-то сидим, клепаем там. Буся, ну завязывай. Вот, и давай я его буду держать. И успокойся. И как-то она мигрировала по дому. В какой-то момент я вообще работал на кухне с ноутбука, потом приходил сюда. Да, но в основном мы тут вдвоем тусовались, потому что вот главный проект, над которым мы работали, когда я приехал, это была совместная работа, и мы в основном тут тусовались вместе. Расскажи пару слов о Тарасе. Тарас один из моих лучших друзей. Одна из самых таких прекрасных душ, которых я встречал в этом мире. Тарас, пойди в кадр, давай познакомимся. Иди сюда, иди сюда. Мы покажем этого человека, да. Да, вот. Тарас мой брат, по сути, уже. Мы
Работали вместе вот над этим проектом. Впервые мы писали музыку вместе, а вообще мы вместе работаем над лейблом. Тарас будет одним из ключевых участников лейбла. Эта идея уже очень давно у нас есть, и вот сейчас она как бы уже на стадии, когда будут первые плоды. Уже готовите? Ну, уже все почти готово. У нас там какие-то еще моменты остались с дизайном. Мой трек еще, аранжировка не сделана, и мы готовы. У нас есть, по сути, первых 3 релиза уже почти готовы. Ну, ты мне давно про лейбл рассказывал. Да, И да. вот сколько это длится? Года 1,5, наверное, уже, Это да? года 3 уже длится. 3. Да. Они как бы, вот Тарас, у нас есть еще один друг, Вася его зовут. Жаль, что его сегодня нет с нами, они остались в Черновцах. Вот, это... Они с Тарасом делали вечеринки, я у них несколько раз играл в Черновцах, мы начали близко дружить. Они мне долгое время, они тоже начали писать музыку, они долгое время мне слали демки. Вот, и в какой-то момент я услышал потенциал, вот, собственно, и там и родилась идея, что надо делать лейбл. Да. Ну, я так понимаю, что это будет лейбл не танцевальной музыки. Это будет лейбл для друзей, на основе которого мы будем строить какое-то комьюнити. Возможно, там будет танцевальная музыка. Мне она очень танцевальная, если честно. Ну, то есть это какой-то более мультижанровый лейбл? Это очень мультижанровый лейбл Супер. будет, да. Да. А Прям очень. название есть какая-то информация? Есть, но я бы пока не... Окей, не да. вопрос. Ну, насколько я знаю, что ты собирался сюда переехать, и вот буквально ты должен был уже уезжать. Я приехал сюда... В августе месяце. Изначально идея какая была? Я начал сходить с ума в Берлине от этого карантина. У меня опять начались психологические проблемы. Опять началось торчание, и я понял так, я вот в эту дорогу уже вступать больше не хочу. Что делать? Идея была, надо ехать в Украину. Я долго не мог принять решение. Потом понял, что то, что я не принимаю решение, это тоже принятое решение, которое вылазит мне просто боком. И я решил, что решение надо менять. Понимаешь, я еще запуган был тем, что я не въеду в Украину, например, или не смогу выехать с Германии, там, что как это все происходит. Максимально запугали людей, чтобы вот поменьше двигались. Ну и как бы понятно, да, карантин, что двигаться. Но я, честно, я больше не выгребал. Если бы не мои друзья русскоязычные, близкие, Миша и Оля, которые живут по соседству в Германии, я бы сошел с ума просто. Но вот они тоже, они занимаются ресторанным бизнесом, у них закрывается ресторан, они принимают решение, что они уезжают. И я вот приблизительно в тот же момент говорю, я тоже еду. Да, и я прилетел в августе в первый раз, я должен был играть, мы позвали Дашу поиграть, ребята нашли очень классную локацию. Вот 27 августа, по-моему. Да. И я заболеваю. Вот 4 выступления у меня в прошлом году было, и вот по сути, одно из самых важных у себя в городе отыграть. Я заболеваю. Прямо утром я проснулся, у меня температура 39,5 была. Корона, походу. Мы так и не выяснили, было это или не было, но... Да, я побыл какое-то время здесь, улетел в Берлин и понял, что надо собираться. Прилетел еще раз, поехал к бабушке. Идея была, что я поеду... Бабушка по отцу, уже покойная, ее дом, где я тоже большую часть детства провел, он стоит пустым в деревне. В другом конце деревни же, это село. Мы сегодня уточняли этот момент. Если есть церковь, село, если нет, деревня. Да, в другом конце села живет другая бабушка. Я думаю, я буду там писать музыку. Каждый день буду проводить время с бабушкой. Идеально. Изолируюсь. Чуть-чуть поработаю. Мне надо было подумать вообще, переосмыслить многое. Я приехал туда и понял, что там у меня еще больше депрессия начнется. И я говорю Тарасу об этой ситуации, и что, наверное, надо искать какой-то дом, я бы снял, знаешь. Тарас говорит, приезжай ко мне.
Да, и вот мы как-то так приняли решение. Я приехал сюда, но я знал, я тут бывал в гостях, я знал, что тут есть где работать. И да, мы решили с декабря по март, и в марте я должен был возвращаться в Берлин. Берлин. А почему в марте ты должен был возвращаться в Берлин? Там Я же сейчас был- локдаун. У меня было чувство, и я был уверен, что с марта станет легче. Я был уверен, что это спад уже, идет все на спад. То есть ты рассматривала это место как временное такое Да, escape, пописать да. музыку. Я просто не понимал, сколько усилий потребуется для того, чтобы перевести опять студию, знаешь. И когда я уже это сделал, я неделю собирал все. Вот. Сама мысль того, что мне надо это все сейчас собирать и везти в Берлин, для меня опять, у меня опять начались Ну, не проблемы. это причина. Ну, Что это изменилось? одна из причин. Хорошо, ну, студия — это не проблема, камон. Студия — это не проблема. Во-первых, смотри, что я не изменилось? хотел ехать в Берлин, потому что каждый день, с кем я не общался, кто остался в Берлине из друзей, все говорили, что там жутко вообще сейчас. Что очень тяжело, все закрыто, и я понимаю, что все закрыто так, как и было. То есть они даже не открывались за все это время. И мне рассказывают, что там ужесточили вообще правила. Я просто не мог себе представить, что я сейчас вернусь в Берлин. Но у меня были еще проблемы, потому что я год не работаю, по сути. Я работаю, но это не приносит никаких доходов, потому что нет гастролей, и я все это время оплачиваю те бешеные счета, которые там у меня были в Берлине. Достаточно дорогое жилье, вот, и оно пустует. Короче, Но ты же вот недавно ездил туда и, я собственно, поехал, и да, я сдал. решил эту Пересдал. проблему. Ну да, это друг мой заехал То есть туда. квартира закреплена до сих пор за тобой, но друг как бы Да, платит да, аренду. да, Ну и да, все расходы. Да. И это как бы снизило уровень стресса сейчас, нагрузки финансовой. Вот. Но я поехал туда, по сути, чтобы переезжать. Ты принял решение приезжать не в Берлин, а в Киев. Да. Но это классно. Если честно, мне нравится это. Мне тоже нравится. Я еще тогда расстроилась, когда из Киева уезжал. Мне так хотелось, чтобы... Ну, потому что я уже давно поняла, что мне не хочется никуда уезжать из Киева. А вот как бы хотелось, знаешь, и тебя чуть-чуть так задержать немножко. Настя, у меня тогда не было Конечно, безусловно. выбора. Никого не удержишь. Это не в этом тема. Ну, И, понимаешь, мне было очень тяжело тогда в Киеве. Киев был другим тогда, вообще другим. Мне кажется, что дело не в городе. Просто ты тогда был к этому не готов. А то, Я что не был сейчас готов, тебе это абсолютно. интересно, и ты хочешь туда переехать, это Да. очень классно. Да. План поменялся кардинально и Кардинально. очень быстро. Очень быстро. За неделю все изменилось. Меньше, за пару дней все изменилось. На самом деле, знаешь, я вот сегодня с тобой вот общаюсь целый день и вижу перемены, вот с тобой как-то поменялся, энергия твоя поменялась. И, скажу, что не без восхищения и как бы такой Я сам еще особенной пока любви. не до конца это все понимаю. Для меня это... я иногда просыпаюсь, и я еще не осознаю себя в этом новом теле. Честное слово. Это очень ценно, конечно, что вот мы это сейчас делаем, вот это интервью, вот этот переходный момент, такой Да, этап ты попала интересный очень. Ты попала прям в самые такие... самый интересный Интересные события. период, да. Давай начнем с того, что пока ты был в Украине, ты приезжал в Киев, ты выступал и у меня на Big Poetry Residency. Да. Ты приезжал недавно на Кирилловскую просто посмотреть, наконец, что за клуб, Да. никогда не было возможности. То есть, в принципе, Украина сейчас это интересное место. Это очень интересно. Да, и я считаю, что сейчас очень много всего Для происходит меня в Киеве. Украина всегда была интересна только в Черновцах. Мне всегда хотелось играть Потому что здесь. это дом, да. Да, вот ребята делали, и я знал, что будет, чего ожидать. Я пару раз играл помимо этого в Украине, и мне всегда было очень сложно. Очень сложно. Понимаешь, у меня всегда было вот это вот чувство огромнейшего давления. Да, я уехал, появился какой-то определенный статус, плюс вот это вот резидент Берхайна, и ты приезжаешь, и ты как будто это в воздухе висит над тобой, что ты должен
deliver. Да, быть на уровне. Да, вот. Какие- А ты же человек, понимаешь? Ну, ты Понятное не дело. всегда можешь, может, у тебя что-то произошло. Тем более, мы говорим о музыке. Это такая вещь, что как бы вообще живет вне меня, знаешь. Я там просто иногда, ой, а можно мне вот с вами сесть на поезд? Какие у тебя отношения с, с украинской сценой, собственно, вообще? Я до сих пор не чувствую себя частью украинской сцены, и, ну и в принципе у меня есть на это все основания, потому что я никогда ею не был. Я имел достаточно большое отношение к черновицкой сцене, да, я тут делал какие-то вещи, вот, а потом произошел вот этот прыжок. Я приехал в Киев, отыграл однажды в Клоузере, потом отыграл у тебя на Стричке, и это была вся моя украинская сцена. Ну, там было пару выступлений, которые достаточно незначительные были, да. Вот. И у меня начались международные гастроли, и, собственно, в Украину за все это время я приезжал, я играл один раз у ребят еще, или два, в Клоузере играл один раз, и во Франковске в 2019-м. Кажется, все. Хорошо, но у тебя было определенное вообще отношение, собственно, к Киеву, особенно... Предвзятое. Предвзятое, и так как у тебя уже был там опыт проживания, определенно 10 месяцев все-таки это... Мы их не можем игнорировать, это 10 месяцев. Это Да. временной отрезок. Да. Пусть это было бы там не в то время, когда нужно было, и город был другой, и друзей у тебя там было меньше. Но кто был твоим проводником в этот раз? Почему ты почувствовал, подумал, что все-таки Киев неплохое место, и ты хочешь попробовать там пожить, и ты очень этого ждешь? Не только в этот раз. Это началось еще, когда я приезжал в прошлый раз. Проводником Даша проводник. Тогда мы погуляли пару раз по Киеву, и я что-то такой, мне здесь нравится. Вот. И сейчас она играла на Кирилловской. Я приехал, она не была в курсе, я ей сделал сюрприз. И да, она, конечно, меня очень вдохновила. Она просто нереально круто отыграла в ту ночь. Крутейший сет. Это, кстати, было впервые, что я полноценно смог ее послушать, потому что пару раз было такое, что мы где-то пересекались, вот когда играли, да, но никогда я не имел полноценной возможности прям послушать. Вот. И меня это очень вдохновило. И вот, собственно, да, она сыграла определенную роль, не определенную, по сути, самую главную роль. То есть можно ли охарактеризовать сейчас твой этот период, когда вот вышла твоя пластинка No Love, и она была такая кричащая, вот эта смесь всех твоих переживаний, что альбом не альбом, а там EP, и то, что много чего не случилось, ты пережил очень сложное время, и вот это вот было такое вот именно, ну, все в названии, знаешь. То сейчас можно ли сказать, что ты in love? Да. Да, но это видно. Окей. И я думаю, что в этом смысле ты же ведь ходишь к психологу. Да, я начал опять ходить на терапию. Я начал в 2020 году. Через 3 или 4 месяца после того, как начался локдаун. Ой, и это, конечно, был кошмар. Во-первых, в какой-то момент я понял, меня убедили в том, что это должен быть русскоговорящий человек. Моя медицинская страховка не покрывает расходы на психотерапию. И я должен был оплачивать это сам. Это нереально дорого стоит в Европе. Ну как нереально дорого? Это стоит дорого. Дорого, да. Вот. И несмотря на то, что я мог себе это позволить, у меня начался конфликт с родными. Они не поняли, что это вообще за шаг, что со мной происходит. В воздухе появилось вот это давление, что вот я сейчас не зарабатываю, я трачу такие бешеные деньги. Там у меня и так просто какие-то огромные счета. Я в жизни бы не подумал, что я буду тратить такие большие деньги в месяц там, на то, чтобы просто поддерживать какой-то определенный уровень жизни, да. Вот, и... Короче, ты обломался. Я отходил 5 занятий. Во-первых, я понял, что мы с ней
Она тебе не подходит. Она мне не подходит, она мне не понимает. Я приехал сюда, звоню своим друзьям, вот эти ребята, Оля и Миша, говорю, наконец-то. Говорю, вы не представляете, вот просто кликнуло. Все прошло, все хорошо, все идеально. Но так продолжалось недолго, это была эйфория того, что я просто приехал сюда. Где-то месяц, и потом уже после Нового года я начал понимать, что никуда ничего не исчезло. У меня дошло до того, что у меня вообще начались панические атаки. Просто какие-то жутчайшие срывы на родных. Там, причем под горячую руку попадали самые близкие: мама, бабушка. Ну, так обычно бывает. Да. Ну, и потом ты решил все-таки вернуться к терапии, потому что понимал, Да, что сам в не какой-то справишься. момент все зашло очень далеко. Все зашло очень далеко, и я понял, что мне нужна помощь. Я позвонил другу. Это был день, когда у меня был просто серьезнейший срыв, плюс паническая атака, все на кучу. Я позвонил ему, говорю, все, я больше так не могу. Говорю, у меня... Но я просто даже не могу передать, какого характера мысли у меня были. Ты находишься в очень темном месте, прям дарк. И единственное, в чем ты уверен, так это в том, что отсюда нет выхода. Капец, серьезно? Да. Вот. Просто я не мог... Знаешь, я всегда находил выход с любой ситуации, а тут все очень сильно изменилось, и да. Мой друг мне помог, он мне дал контакт человека, я позвонил ему, он работает в основном с зависимостями, он мне посоветовал психотерапевта, сказал, вот вам туда. Мы начали работать, и тут я поехал еще в Киев, на Кирилловскую, и вот этот момент, что я опять был на вечеринке, знаешь, плюс там, там все-таки чувствуется вот этот элемент, что это safe space, знаешь, я смог действительно наконец-то расслабиться, хорошо провести время, и Dashin Set, это прям было такое, знаешь, что-то, я так давно этого не испытывал, тем более находясь на танцполе, знаешь. Для нас, мне кажется, ты должна понять, для нас это особенно тяжело испытать это на танцполе, а не в диджейке. Мне вообще редко бывает интересно. Вот. И Даша тогда смогла достучаться до меня посредством музыки, и да, это все Все начало работать. очень сильно все изменилось. Я приехал домой, и терапевт говорит мне, говорит, ты торчишь. Я ей говорю, да я только покуриваю, я не торчу. Она говорит, не, ты торчишь, и говорит, тебе надо принимать какое-то решение. Ты либо занимаешься терапией, своим здоровьем, либо ты, как ты говоришь, покуриваешь. Я поначалу, естественно, у меня было неприятие, такое, чего там? Говорю, ты не знаешь, как я торчал. Вот, но в итоге я осознал, что происходит, и что да, я действительно пытаюсь как-то заполнить эту пустоту, знаешь, из-за которой у меня проблемы, но не те методы использую. Вот, и я не могу сказать, что сейчас я уже прям супер чувствую результаты терапии, потому что у меня было сеансов 5-6. Знаешь, мы долгое время там пытались понять, что со мной происходит, знаешь, какие-то тесты там проводили, исследования, вот, но вот сейчас пришло осознание, что трезвость мой лучший друг, плюс вот этот импульс, который появился тогда в Киеве, благодаря Даше. И да, у меня появилось понимание, что я хочу делать дальше. И это все очень сильно изменило. За последний месяц я просто не помню, когда в последний раз я испытывал чувство страха. До этого это было вот мое привычное состояние. Я просыпался в этом состоянии, засыпал в этом состоянии. Да. Ну, результат фантастический. Очень.
Ты Очень. доволен собой? Да, Я тоже тобой очень довольна. спасибо. Потому что я должна сказать, что я на самом деле долго добивалась, ну как долго. Я просила Сережу дать мне интервью еще в первом сезоне. И Настя, ты не Сережа- просила у меня дать интервью, ты мне предложила по-дружески, как всегда, мы с тобой всегда хорошо общались, ты предложила, но ты понимаешь, что в том состоянии, в котором я находился, Я не знаю, в каком состоянии ты находился, потому что мы тогда с тобой не общались так, как сейчас, и вообще как бы... да, но это Но было бы и не, мне было не понятно, то что ты не интервью. готов, Я да. не был готов, абсолютно, да. И вот, ну, то я хочу сказать, Я что не был готов даже к диалогу с самим собой, понимаешь? я говорю о том, что время, на самом деле, немного прошло. Немного прошло, И да. как круто, что у тебя так все Немного. поменялось. Но у меня уже однажды такое было, когда у меня была просто глубочайшая яма, и все изменилось, ну вот, очень быстро. Но насколько изменилось сейчас, это, конечно, я, Круто. честно, да, летаю в облаках какое-то время Тут еще. вот бегает твой этот антидепрессант. Антидепрессант, маленький. да, один Расскажи о из... собаке. Это же удивительная история, поскольку ну, ты же был супер микрофобом таким очень Ну, не то чтобы я стерильным. был микрофобом, я люблю животных, но вот так. Да. Расскажи про Бусю. А, Ну, потом он же сыграл Он сыграл роль чуть ли не в этом ключевую всем. роль, да. Я не знаю, насколько я могу быть откровенным касательно того, какую роль он сыграл. В общем, мы возвращались с 20 на 21 декабря мы возвращались из Черновцов, приехал Януш, вот мальчик, с которым я снимал No Love, приехал в гости, он живет в Бухаресте, и я говорю, слушай, а Тараса как раз не было дома, говорю, поехали к нам. Мы там потусовались в Черновцах, говорю, поехали к нам, Тарас приедет утром, говорю, сделаем ему сюрприз, что ты тут уже, знаешь. А мы все всегда рады видеть Януша, он супер такой позитивный чувак, супер веселый, угарный. Вот, и мы возвращаемся, уже заезжаем в Снятин, ну, вот, собственно, город, в котором мы сейчас находимся. И передо мной машина на пешеходном переходе, по сути, сбивает собаку. Я останавливаюсь, ну, я сначала, первое, понимаешь, это все очень быстро произошло. Первая мысль у меня не останавливаться, чтобы не увидеть, ну, вот то, что я не готов увидеть. Но ему повезло, его не сильно зацепило, его зацепило в бедро, и он чуть-чуть поцарапало ему морду. Ну, испугался. Но он, да, от испуга у него были жесткие конвульсии, он каким-то образом сам умудрился сбежать с трассы. И я подобрал его, да, мы дозвонились до какого-то ветеринара, сами ему поставили уколы, нам сказали, что делать, потому что ветеринарку в час ночи никто не хотел принимать. Утром показали его... Ты мой хороший. Полюбил. Утром показали его врачу, он сказал, что у него шок, ему надо просто отходить. И вот он с нами потусовался какое-то время, очень тихим собачкой был, и это то, что, собственно, плоды. Вот это вот непоседа теперь. Да, но ты изменился с собакой тоже в том числе. Ну да, он спит со мной, господи. Приходит, спит в кровати. Его оттуда не выгнать. Ну, слушай, судя из нашего разговора, я думаю, что многие люди там подумают, блин, и тут торчит, и тут торчит. Но ты же на самом деле ведешь очень здоровый образ жизни. Я знаю, что ты голодаешь, что ты закаляешься, что ты вообще очень долго не ел ни мяса, ни рыбы. Сколько лет? С Уже детства. 10 лет. Да. Уже 10 Ну, лет, что-то, 11 где-то, по-моему, да. да. Что-то ты мне говорил, что это было очень много. Да. Что сейчас ты еще предпринимаешь? Что ты делаешь такое? Больше можно ничего, было? больше ничего. Вот Но ты я до сих пор вер- закаляешься, например. Да, но это, не, это там контрастный душ, это у меня... А голодаешь? Вот когда ты начал? Я это голодал в всё? последний раз, мы с Тарасом делали это где-то 2 месяца назад. Мы целый день не разговаривали, не ели, выключили телефоны. И вот, по сути, в медитации провели весь день. Да. Потому что твои друзья вот все время рассказывают, он странный человек. Он там может приехать, там, ребята были на Мадейре, ты к ним приехал, на 3 суток пропал, где-то там какой-то дом себе снял, Да. купался в холодной воде, ничего Голодал, не... да. Да. Это интересно, то есть, ну, это нетипично для диджеев и вообще для музыкантов. Слушай, но я ищу пути, потому что, видишь, мне очень легко... Знаешь, кому-то и море по колено,
а кому-то холодная вода, не холодная вода. Ну да. Вот, и вот я какие-то ищу пути, даже тот же торч, да, для меня это не всегда, чтобы заторчать и там убежать от реальности. Я в какой-то момент думал, что мне это помогает, наоборот, к ней вернуться, понимаешь, потому что мне очень легко было иногда скатываться вот в какую-то вот эту психологическую яму. И сейчас я понял, что вот самый продуктивный и самый творческий период, который у меня был в жизни, это было до Берлина, перед тем, как я туда переехал, когда я записал пластинку. И это было 8 лет фактически абсолютной трезвости. Ну да. Я ничего не принимал, ничего, ну, не пил. Я, в принципе, до Берлина, по сути, ничего не принимал. Я там попробовал что-то в лет 18. И, да, и вот эти срывы мои, это было просто крик души уже, знаешь. Ну Ну, да. как... Я прекрасно это понимаю, Да. потому что это как раз такое состояние меня сподвигло на випассану. Я помню, я приехала Всё, туда и иди, очень давай. вовремя. Скажи, пожалуйста, есть у тебя какие-то цели в жизни или в музыке, там, которые ты, ну, очень хочешь добиться и очень долго добиваешься, но до сих пор еще не достиг этого? Цели. Но сейчас главная цель — это лейбл. Это лейбл, это очень символический проект для меня, потому что, ты знаешь, я наконец-то, наверное, вот, несмотря на то, что у меня были уже хорошие периоды, когда я много чего осознавал, сейчас я осознал самое главное, что являться частью чего-то гораздо круче, чем беспрерывно кормить вот этого монстра под названием эго, я и тому подобное. Вот. Я впервые чувствую себя хорошо из-за того, что, ну, что я что-то делаю, не обязательно делаю это сам, знаешь, и вот я это все И не сам для сделал, себя. и не для себя. Да, и строить комьюнити вокруг лейбла. У меня прекраснейшие друзья, просто вот ребята, честно, им тоже низкий поклон, потому что ты не представляешь, что я здесь вытворял, что я говорил, как я раньше себя вел, даже по отношению к ним. И Стерпели тебя. да, они Они просто, тебя видимо, помудрее были, чем я в тот Мне момент. кажется, они просто тебя очень любили. И да, собственно, сейчас все очень хорошо развивается. Я нереально счастлив, когда я слушаю их музыку, и очень горд их результатами. Прям нереально. Не дождусь, когда мы это все покажем людям, когда мы все это выпустим. Вот это сейчас главный приоритет, главная цель в музыке. Но позже я, конечно, хочу вернуться к продакшену, и, ты знаешь, вот момент с альбомом, я бы хотел его когда-нибудь осуществить. Просто я думаю, что это займет сейчас больше времени, потому что я хочу, чтобы пришло опять осознание, что я хочу это делать. Знаешь, я еще не до конца восстановился. Вот. Тех потерь. Да, но это не потеря, просто Ну, я это это травма не всё смог, равно я это какая-то, не да. смог принять. Это не закрытый гештальт, тебе Да, нужно это его не закрытый закрыть. гештальт, абсолютно правильно. Вот, и, слушай, главная цель, наверное, это быть счастливым. Вот Ну, это просто... очень абстрактно. Это очень абстрактно, но, ты знаешь, я осознал, что мне не обязательно надо так много, как я думал. Вот. Есть какие-то вещи, которые оказались гораздо важнее. Ну вот поиграть дома музыку с родными, там, с близкими, иногда может принести гораздо больше удовольствия, чем на большом фестивале. Вот. Какие-то вот такие мелкие вещи я хочу, чтобы у меня не терялось осознание того, насколько это важно, и вот поддерживать вот этот уровень, скажем так, не дать погаснуть Божьей искре внутри.
Мне кажется, это речь успешного, удовлетворенного своими достижениями человека, который уже на самом деле побывал там, где ты хотел побывать. И ты взрослеешь, это тоже фактор. Мы все находимся в таком же, ну, такой же трансформации. Особенно, я думаю, что карантин и эта Да. пандемия, она очень сильно сыграла Очень в пользу. на Очень в самом пользу деле. Да, сыграла. да. Очень в пользу сыграла. Я думаю, у всех была возможность переоценить, переосмыслить, переставить приоритеты, отбросить все лишнее и понять, в чем заключается зерно и как его сохранить. Вообще, это вот уникальный год, и я сама им очень довольна и вижу вокруг себя только тех людей, которые вот умные люди, они действительно заценили возможности этого периода, поскольку он, безусловно, очень полезный и бесценный даже, я бы Да. сказала. В общем, мы все с Сережей обсудили, и у нас начинается любимая рубрика. Это я ее придумала, потому что я очень люблю фотографии. Но в этот раз я дико облажалась. Объясню почему. Потому что... Ты ничего не нашла. Потому что, да, Сережных фотографий, он дикий жлоб, и, короче, ничего не укладывает, удаляет свои странички раз в год, и найти ничего невозможно. Были кадры, но у Сережи они поярче. Сережа сам приготовил для меня фотографии, и мы сейчас их будем смотреть. Пусть это будет не идеально и не совсем сюрприз, но тем не менее. Значит, Сережа у нас же музыкант, и как тут ни одной фотографии без музыкального инструмента. Тут он с гитарой. Это сколько Я лет? так и на ней толком не научился, научился. Ты учился? играть. Ну, я сам попробовал после того, как я уже играл хорошо на клавишах, пробовал на гитаре. Ну, дошло, я не знаю, дело до баре, если ты понимаешь, что такое баре, когда надо весь лад зажать одним пальцем. Я такой, не. Ну, ты сейчас сыграл бы на гитаре что-нибудь? 3 аккорда. Песню никакой бы не сыграл. К траве сидел кузнечик. Ты говорил, что это самая первая фотография. Я ее помню как одну из самых первых, да. Я еще заметила, что это в розовом комбинезончике. Но он не розовый. Он розовый. Какой цвет? Да, каждый, кстати, по-разному видит. Тут, значит, какая-то угарная школьная вечеринка. Нет, это новогодний Утренник. праздник, Да, видишь? да, да. И да, играю я здесь еще на Casio, мой первый синтезатор. Это тоже в школе? Нет, это уже тот период, когда я деньги с этого зарабатывал. А, Я уже серьезно? там, Это же типа, гастролер на свадьбе? Да. Это, по-моему, чье-то день рождения. Это, значит, вы мутили что-то в ДК в каком-то? Это тоже школьный утренник. Я сказал бабушке, чтобы она в этом году не вмешивалась в программу. Типа, я сам буду играть то, что я считаю нужным. Я ребятам раздал инструменты, все переоделись в какие-то рваные джинсы, и там под какой-то рок мы просто... Ну, это просто в прикол было, знаешь. Вот, мне тогда просто хотел уже какого-то угара и трэша, потому что постоянно вот это вот либо народные песни, либо академическая музыка, ну... Надоело. мне 13 лет. Ну да, и 13. Ну, где-то так, 12-13, да. Нет. Я думаю, тут 11 максимум. Ну вот это из той же серии, только в другое время. Да, это следующий тоже из год, той же- и тут я уже читал. Рэпчик? Какой-то речитатив, да. Тут уже был лайв. Тут мы что-то просто под дурацкую музыку мутили, а тут уже был лайв. Видишь, широкие штаны. Я уже в городе тогда потусил какое-то время, думаю, все, забрасываю этот. Это вот было перед тем, как я прям начал уже интересоваться электронной музыкой. Классно. Или ее услышал впервые. Это твои первые вертушки. Мои первые вертушки мама купила. Серьезно? Да. А ты не да. рассказывал вот в интервью? Она, помимо того, что Ты говорил дала про компьютер. денег на диджеинг, на компьютер это уже позже было. Так и пульт твой? Да, она мне купила, она мне выслала там сколько-то денег, вот я Офигеть. нашел секонд-хенд, вот эти вертушки. Не помнишь, сколько стоило? Кажется, баксов 500 тогда это стоило, вот этот Ого. набор. Это были большие деньги. 300 или 500, что-то такое. А что Это за пульт у Стентоны. тебя? Тоже Стентон. Это все, это набор, короче. Да. Но это не набор, это вот то, что нашел, Комплект, да. то купил. Слушай, ну у тебя крутая мама. Мама у меня лучше всех. Ну, в то время $500 на Да. вот эту штуку не каждый При том, бы что понял. это ее была, я не знаю, чуть ли не месячная зарплата в тот момент. Да. Спасибо, мама. Ну, это тоже гитара. Да, это в Германии. Это, я думаю, 3-4 мне здесь.
Это, наверное, первая фотография с инструментом. Да, может быть. Папина гитара, наверное. Это ты где-то уже играешь. Это Это не- Черемаш, 2005 год, кажется. Да. Видишь, у меня уже футболка, там уже винил нарисован. Все. 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 Подписали пацана Да. в секту. Это где ты выступаешь? Это, это Новоселица, это тоже в 20 километрах от Черновцов. На районе. Городок, там какой-то клуб запустили, и там туда очень много людей ездило, типа соседних сел, городов, вот движ был. Тут ты вообще молоденький тоже такой пацанчик. Да, пацанчик. это одна из первых гастролей вот по Западной Украине, это «Пятый элемент», ты помнишь, в Хмельницком был клуб? Да, там играла конечно, наверняка. Я помню, конечно. Вот, ну вот, Прикол. да. Классный клуб был. Такой, один из модных в Мне Украине. не очень хорошо он зашел, у меня прыгали вертушки, вот, но и не супер много людей было, но тогда и не было там супер какого-то лайнапа, это были вот такие, типа, ноунеймы, типа Конечно, меня, да. человек 5, и мы играли. Слушай, ну вот она фотография из Да, Кассио. да, вот это вот прям один из самых первых вообще моментов. Ты тут очень сосредоточенный. Да, ну слышишь, микрофон падает на синтезатор. Видишь, человек держал мне микрофон. Я еще ж и пел. Капец. Да. И играю, и пою. Да, На все руки мастер. да. Тут ты даже еще и танцуешь. Да, это бабушка думала, что я и танцевать могу, но в итоге мы отказались от этой идеи после вот одного из первых выступлений, что-то я Не зашло. не прочувствовал, да. Но у тебя есть еще фотографии на компьютере. Давай посмотреть будем. Так, Я тебя тоже давай. люблю. давай смотреть. Вот эта фотография мне очень понравилась. Мне кажется, что она вот передает конкретно вот тот excitement, который вот происходил в то время с тобой, со мной, с нами, со всеми, когда мы впервые там, нам удавалось где-то поиграть. Вот это У лицо, брата восторг. владельца «Седьмого неба», вот этого клуба, где я работал арт-директором, большой комплекс, называется «Аква Плюс», тоже в 20 километрах от города. Я ему говорю, а что у вас там летом происходит? Он говорит, ну, люди приезжают отдыхать на озеро. Я говорю, давайте, чтобы они приезжали и ночью. Серьезно? Да, и я им рассказал, что можно с этим делать. Мы поставили палатку, вертушки, привезли звук. Ты знаешь что? Чтобы не понаехало лишних людей, Левых. левых, я распечатал очень ограниченное количество флаеров. Вход был только с флаером. Они, конечно, это проигнорировали потом, потому что Много людей пришло. очень много людей пришло. Под 2000. Что? Да. 2000? Ты не понимаешь, здесь люди голодные были, вечеринок, ничего не было. Вот. Это первая студия твоя. Ну, по сути, это... вот Слушай, первый- мониторы уже модные стоят. Это какой год? Это вторые мои мониторы. Первые были КРК, мне вообще они не пошли. Потом я здесь, в этой комнате, сделал вот такой мини-ремонт, там покрасил стены сам. И да, тут оборудовал какую-то... Да, кстати, я хочу вернуться к этой традиции. Вот у меня нет вообще моих фотографий, я что-то как-то к себе отношусь, знаешь, на фотографиях, а что это такое? Верну, зацеплю где-то фотку на стене. Ты начал снова любить себя? Да. Ну а как ты можешь полюбить окружающих, если ты не любишь себя? Ну, очевидно, да, конечно, это вопрос. Это Астарта. так выглядела Астарта, да. Это одна из последних вечеринок. Я тогда открывал, хотел, чтобы друзья поиграли. Это моя вечеринка, я ее делал. Делали мы по четвергам. Что-то такое, чтобы опять же таки, потому что в субботу, пятницу, субботу приходили люди, которые приходили, ну, не на ту музыку. И вот четверг она мне отдала, раз в месяц я делал вечеринку, я открывал. Вот так выглядела Астарта тогда. Удачная была вечеринка? Да, отличная вечеринка была. Это в основном друзья приходили, и мы играли хорошую музыку. Классно было. Это уже второй комплект вертушек. Что-то да. Прям очень Ну, ты на себя вообще не похож. плохие вертушки. Но Выражение мне лица, надо было наверное. слушать винил, поэтому... Причем там первых... Ой, ужас. Почему ужас? Это твоя комната. Вот Это все, моя что для тебя комната, было да. важно, ты повесил на стену. Все, что было, то повесил на стену. Это вот даже не везде я, понимаєш? Это... Нагороджується DJ Style за участь у Джинс DJ Парад 2006 року у номінації Ну да, это то, о чем року. мы сегодня Да. говорили, когда ты тоже... Да. Классно. Сереж,
Вот честно, спасибо тебе большое. Я так Спасибо классно провела тебе. с тобой день. Вообще, Вообще очень супер. хорошо провели Мне время. кажется, мы с тобой еще так хорошо время Не проводили, да? Видишь, нам надо было, чтобы камеры были, чтобы мы с тобой нормально поговорили. Ну нет, я думаю, не это повод. Я шучу. В общем, А может, и не шучу. это True Talk, я диджей Настя. Сегодня я брала интервью у очень хорошего человека, Сергея Кушнира, он же Топ Кайл. Это все происходило в городе Черноцы и город Снятин. Снятин. Спасибо. Все при поддержке Балантайнс, конечно же, куда же мы без них. И я надеюсь, что очень хороший человек выиграет пластинку, которую мы разыгрывали сегодня, чтобы она тоже занимала какое-то определенное место на полочке и хранила память о музыке, прежде всего хорошей, которую я выберу для этого конкурса. Ну и если хотите, реагируйте, лайки, подписки, шейры, все приветствуется. Не хотите, не нужно. До встречи в следующем эпизоде.